Книга Менелая. Египет. Слова возникли, смутные, неясные. След беспокойства или мысли нить. Их запишу, пока свеча мерцает. Вокруг мрак ночи летней, только фитилек противится ей робко, сам себе не веря, и близ него туманный полусвет. В нем различаешь, потрясенно, странно, не только тени смутные, предметов близких, буднично привычных, но и былого тени, даже ближе, четче. Откуда это свойство летней ночи? А может, из свечи, мгновения и места, из сочетания обычнейших вещей, которые, собравшись прихотливо, создали в этот час волшебный контур, вдруг сотворяется могучее заклятие, чья сила душу властно переносит туда, где все вовеки пребывает, и плоти недоступное живет. Мы о Елене не забыли, разумеется, но мир о ней не помнил, объятый наваждением войны. Что можно рассказать о ней? Немногое и все. Она жила или она была всего лишь? Когда мы есть по сути, когда присутствуем и только. Ответь, читатель. Я готов послушать. И сам предположу, позволь. Наверное, когда мы оставляем след. А также, когда мир свои картины в нас укромно сохраняет, превращая их в души движения и радость, в свет, краски на палитре, вещей отчетливость, открытий ток живой. И это многоцветие живет не как воспоминание о чем-то, а безотчетно, как частицы нас. Есть биографии на хроники похожи. Они — реестр событий, перемен и дат, в которых главное содержится, и даже все по сути. Понять такую жизнь нетрудно, право. Она вся не прикрыта пред тобой. Совсем иной Елены случай. Что не расскажешь, ничего не значит. Смысл не лежит, как камешек в песке, издалека заметный в одноцветном фоне. Таится за завесою событий и в неприметном глубина судьбы. А в громогласном, сотрясавшем мир, всего лишь шумная докука. Елены жизнь не что происходило, сутолока дней, а то поистине, какой была. Во многих судьбах величайших там и сям лакуны. Значительные части скрыты пеленой. О них неведомо, известий нет. Свидетельства молчат, и даже нет намеков. Обыденность здесь властвует, и неприметность жизни общей. Но разве больше знали мы о ней, когда она жила в палатах царских? Не больше знали, но вопросов меньше. Иллюзия бы знания была, когда б Елена в Спарте оставалась. Как кукла восседает во дворце, и будто все известно и понятно. Ведь ясно, дело царское. Но что известно в этом, что понятно? Слов общий смысл, дворец, царица, мать, жена того-то. Как собачонка мельтешит послушно услужливым хвостом, услышав окрик,
так и сознание, окликнутое громко знакомыми словами, будто знает. Услужливо кивает, преданно глядит, как будто понимает, а на поверку пшик. Лишь стертые банальности значений и больше ничего. Их одолеть не знаю, сколь сумею, хотя б попробовать, и в этом уже правды немного больше, пускай на толику. Она в столице оставаться не хотела. Ей скромный дом отвел Протей в селении у моря, где остров Фарос преграждает путь шумливым волнам, вечной чередой к египетскому берегу бегущим. Не проходило дня, чтобы не выходила на берег моря. Часто две зари, рассветную и на закате, встречала с мыслями своими, полнившими взгляд. Не солнце шествие, а жизни полнота, печаль и радость, горечь и надежды являлись ей. Привольный ветер развевал одежды, они то крыльями казались, то волны навершьем, а скалы, разбивавшиеся пред ней, если смотрели издали. Как будто ореолом она окутана. Неудивительно, что странная фигура внушала трепет, страх благоговейный. Когда на берег выходила, то почти всегда дельфины появлялись. Хоть в пустыне моря у берегов египетских нечасто их увидеть выпадает. Судачили, что к ней из моря выплывает ночью невиданная рыба, больше корабля. Другие уверяли, что в вечерний час, когда за горизонт уходит солнце, на берег выползают из глубин ужасные создания, склоняются пред нею и послушно внемлют, что женщина велит. Из этих слухов, пересудов, суеверных страхов родился миф со временем о благостной богине, которая в день полнолуния из глубины соленой выходит в этот мир. На берегу сидит, и к ней, кто по призыву или по нужде, народ морской послушно приплывает. Она их распри разбирает, усмиряет гнев, обиды друг на друга и взыскует тех, кто людям зло неправедно чинит. Так стала божеством Елена через 200 лет, ничуть не тщась о том. Ей храм воздвигли, почитали под именем Нектебис. Есть несколько преданий. Говорит одно о путешествии на Кипр, исход его не ясен. Другое повествует, как Елена в голодный год припасы раздала всего зерна, которое имела. Со всеми голодая, научилась морскими травами питаться. Стали подражать ей жители той местности и так спаслись от мора. Еще одно о лиходеях на дом ее напавших, как усмирила их, обескуражив мудростью спокойной и неожиданной заботой о недугах их. Немало врачеванием добра на вселениях окрест содеяла. На этом самом месте не миновало 10 веков, великий город был воздвигнут. Сразителем мужей, иначе Александром. Один из величайших среди тех, чьи имена история хранит.
Быть может, подала Елена знак завоевателю вселенной и ему открыла величие зачина в этом месте. А впрочем, это домыслы, фантазии, не больше. Смеркается, уже не видно букв, и контуры предметов сливаются друг с другом в темноте. Зато вверху, лишь подними глаза, увидеть можно звезды, их живую россыпь. Так в жизни происходит иногда. Какое-то несчастье закрывает свет, как занавес скрывает близкое дотоле. И мы в отчаянии, мир пропал, надежды и все привычное, что окружало нас. Да, может, так и есть. Но взгляд переведи с ближайшего на дальнее. Сквозь пелену увидишь, как звезды светят, как среди созвездий неспешно проплывают облака, как синевые темноты оттенки тебе укромно возвращают то, что в горе кануло, казалось, безвозвратно. Иное может быть, но тоже жизнь и свет, и даже радость, счастье. Вот посмотри, забытые слова, испитые страданием и болью, вновь дружески слетают с языка. Такие чудеса подчас бывают, и их возможность называем жизнь. Менелай. 7 лет предолгих Менелай стремится из строя в Спарту. 5 уцелевших кораблей — вот весь его отряд. Один на дюжину тех многих, что выступили некогда в поход, чтобы отомстить Парису и его стране. Еще плывя из строя, уже рядом с Пелопоннесом были. Аттика осталась за спиной, Мысуний им смотрел в затылок. Вот видит глаз родные берега, знакомые места. Ступи на берег, может, доберешься быстрее, чем по глади вод морских. Улыбки, оживление и гомон, свою поклажу каждый проверяет. О, люди, как играет вами бездушная судьба! Внезапно в чистом небе ахнул гром. Зловеще грохнул, разорвал завесу беспечной безмятежности. В его раскатах гулких набат беды. Рябь на воде, и серой пеленой прикрылось солнце. Ниоткуда свирепый ветер вторгся, будто злые чары. Не зная снисхождения, упорно гнал и гнал суда к востоку, после к югу. И вот уже видны не берега Лаконики, а Крита. Так начались их странствия. И если б догадались, что столько лет продлятся, предпочли б на дне покоиться. За эти годы жизнь прошла не меньше, и, может, даже не одна. Близ финикийских берегов, на Кипре, в неведомой земле, где реки с гор текут потоком бурным, в Ликии. Оттуда вновь пошли к Элладе, близкой и манящей. Тут каждый остров на пути, как весть о родине, за горизонтом скрытой. Но вновь упорный ветер им противостал. Поднял на море волны, и они всевластно прочь повлекли спартанские суда, вновь в край далекий. Так пса без оклика явившегося в дом хватает за загривок крепкая рука и за порог выбрасывает: твое место там.
Сейчас вновь попытались, приведя в порядок суда, служившие немало, совершить поход к земле Лаконской, ждущей столько лет. Казалось, в этот раз удача ожидает. Имея опыт, рассчитали все. В какое время года, каковы ветра в той части моря и каким путем им следовать, изведано немало. Но против ожиданий, без примет коварно, явилась буря страшная. Который раз, о боги! Вздымала корабли на гребне волн огромных, вертела так и сяк, бросала вверх и вниз, тащила своевольно, куда захочет. Но каким-то чудом держались на плаву, хотя едва живые. Утратили счет дням и времени, и месту. И, наконец, натешившись, стихия улеглась в своем извечном ложе отдохнуть на время. Свет солнца, вновь явившись, им открыл пологий, пустынно чуждый берег, видневшийся вдали. Но Менелай его не видел будто. Опять им помешали небеса и водная стихия оказаться дома. «О боги, чем прогневал вас?» — в душе воскликнул. Суеверный ужас им овладел. Себе казался, как коринфский царь, благоволя к которому столь долго, нещадно боги покарали за грехи его. Лаконика, вершина, до которой ему не докатить свой камень. Никогда? За что? И чем он провинился? Искал ответа, мучаясь. Не находил ни следа, ни намека. Нельзя сказать, что погубить хотела его божественная воля. Более того, в невзгодах и опасностях хранила, не раз спасала. И хоть много лет он в странствиях находится, но все же уцелели все корабли и много верных путников вот рядом. Сумел сокровища изрядные собрать за время странствий. Было и немало отрадных дней. Вот только неудача его упорно настигала, лишь пытался он вновь берег Греции увидеть, возвратиться в Спарту. Какое я разгневал божество, и почему мне рок судил столь злую долю? Не размышлял об этом Менелай, он просто пребывал в вопросе этом, как пребываем в воздухе, которым просто дышим. Вот только этот воздух не давал дышать. Он пеленой тревоги угнетал, перебивал дыхание и отравлял уныньем. О, ничего не в радость, если безысходность душой владеет. Невольно в памяти возникло, как в горящей Трое увидел вновь Елену. В тумане сечи яростной, что помрачает ум. «Убей!» — ее шепнули губы, или привиделось. Угрюмо и ступленно он на нее глядел, не двигаясь. «Убей же!» — завопила гневно, к мечу его бросаясь. Попыталась клинок кровавый охватить руками, чтоб тут же наступил конец всему. Но он ее свирепо отшвырнул на пол гранитный. «Мне решать!» — воскликнул в неудержимой ярости, желая растоптать и изувечить, смять как траву, чтобы не уцелело в ней ни слова, ни сознания, ни воли. И обладать. Всю без остатка взять, чтоб не осталось в ней ни капли собственной, ни вдоха. Он глубоко вздохнул
и посмотрел вокруг, от наваждения помалу отрешаясь. Недвижно, молча ждали его команды воины. Он им сказал: «Разведать нужно нам, что за страна, каков обычай в ней, на что надеяться и в чем иметь опаску». Устроивши засаду на дороге, остановили крытые повозки. В них оказалась женщина. «Ты кто?» — бесцеремонно Менелай спросил, хоть женщина одеждами своими и гордым видом не могла не вызвать почтения у всякого. «Я Эйдефея, варвар», — получил ответ такой же краткий и надменный, будто все сказала. Тогда иначе стал вести беседу спартанский царь, и вскоре уже знал, что перед ним царя Египта дочь. Он слышал, что опасную была для чужеземцев черная земля, Кемет, как звали египтяне свою страну великую. Царевна подтвердила: «Наш царь, бусирец славный, когда-то прекратил 9-летний голод, полстраны убивший, всего лишь чужеземца в жертву принеся богам Египта, одного за многих, страдавших, обезумевших в конец. С тех пор ведется, что хорош тот год, когда сумеем жертву повторить, и чужеземца, что прибудет морем, богам отдать на пышное закланье с почетом, славословием и пеньем. Но вот беда, проведавши об этом, к нам не спешат заморские купцы, и любопытных не ведет дорога, как будто вымер мир вокруг страны на Ниле. Пустынным берегам бывает, лишь пираты пристанут иногда. Служители разбоя, их не страшит опасность, носителями страха сами быть привыкли». «На что решиться?» — думал Менелай. «Опасность несомненная, но и соблазн немалый. Ведь славился Протей Египта повелитель, как удивительный провидец». «Я царь спартанский», — Менелай сказал. «В скитаниях уже который год. Пытаемся домой вернуться, но как будто проклят наш путь обратный. Зла не причиним мы ни тебе, ни прочим египтянам. Одно владеет нами — оказаться в Спарте. Как в этом помощь получить великого Протея?» Едва услышав имя Менелая, взглянула египтянка пристально. Задумалась о чем-то и слушала внимательно. Потом в ответ сказала: «Не столь ты неудачлив, как, возможно, мнишь. Чтоб осветить посевы, прибыл нынче царь сюда, в низины Нила, к побережью моря. Но подойти к нему непросто, а чужим тем паче. Однако подскажу возможность. Оказалось, есть песчаный пляж, куда из моря приплывает стадо тюленей. Царь Протей подчас туда приходит. Судачит втихомолку, будто сам в тюленя обратившись, он ныряет в море. Если обрядиться в тюленьи шкуры, можно улучшить момент удобный, с ним одним остаться. Так поступили. Все прошло удачно. И согласился царь страны великой выслушать спартанца. На горестный вопрос о злоключениях Протей лишь улыбнулся. Помолчав, сказал: «Причина очевидна. Ты ведь шел на Трою, чтобы вернуть Елену». «Несомненно, так». «Цель не достигнута. От этого и боги тебе вернуться возбраняют». Странные слова. Нелепо отправиться слышать такую околесицу.
Со мной на корабле, прекрасная Елена, все годы долгие. Но, может, все не так, как кажется тебе. Спокойно и по-царски величаво Протей промолвил. И позвал с собой, чтоб Менелай свою проверил веру. Встреча. Обычаи разнятся у народов, но гость для всех – почтенное лицо. К нему внимательны, готовы предоставить и кров, и пищу. Так и Менелая достойно приняли, царю он благодарен. Один остался в комнате, не зная, чего ждать. Вот отворилась дверь, и женский силуэт возник в ее проеме. В слепящем свете солнца только контур ясен, черты сливаются на темном силуэте. Так длилось лишь мгновение. Следом различил лицо знакомое. Не может быть! Безумье! Протея колдовство, египетские чары! Невольно пошатнулся Менелай. Казалось, землеколебатель Посейдон под ним сотряс основу. Он, потерявшись, резко оглянулся, ища к кому воззвать. Но были здесь одни, лицом к лицу, спартанский царь, герой отважный, и женщина прекрасная, черты которой ниц его повергли, как тело сокрушающий удар. «Ты кто?» — спросил ее, страшась ответ услышать. Его пробила дрожь, как в битве пробивает стрела смертельно острая прочнейший панцирь. И тело, содрогнувшись, узнает конец еще невидимый, но горе неотвратный. «Узнал ведь ты меня?» — ему сказала тихо, ни слова не прибавив. Лишь смотрела на то, что есть, что было и что будет. Во взгляде было все покой и ясность. Глаза не звали, не кипели страстью. Ни радости, ни муки, ни тревоги в ней угадать никто бы не сумел. И тем сильнее чувства в нем рождались. Неясные и смутные, как вихри. Они метались в нем и тело рвали, не оставляя целой и частицы. Сначала он был нем. Но каждая минута тишины о всем яснее речи говорила. Предательски его изобличая, молчанье обращалось в признание. Стремясь его избегнуть, царь заговорил. Как в схватку посылают бойцов отважных, силой их пытаясь последнюю надежду оправдать пред призраком ужасным поражения, так Менелай бросал слова, себя лишь защищая, обреченный, чтобы уже ушедшую опору обрести и укрепить свой дух личиною суровой. Так что же, подвиг, муки, бой все зря? Никчемный призрак был всему причиной, и слава лишь мираж, и о погибших скорбь и радость победивших все пустые чувства? Ведь жизнь моя прошла в войне, в отмщении святом за поруганье. Ты хочешь жизнь мою перечеркнуть? Она лишь идол. Нет, не идол та, которая гнев эллинов зажгла, которой восхищались троянцы, с которой делил я ложа, а она все тяготы обратного пути. Она сказала нежно и печально. Все, что ты пережил, реально, без сомнения. Но повод ложен был. Тех дней не отзовешь назад, истошно крикнул он, теряя голос, разум и надежду. Она ему, как эхо, отвечала.
Смотри на ту, что здесь перед тобою. Я не сочту всего, что совершилось, не взвешу, не определю, чего что стоило, а что было напрасным. Лишь за себя держу ответ и знаю. Я та, которую ты в жены взял от Леды, она же меня в муках родила. Я человек, залог тому страдания, дней и событий грустный результат. Она же, испытай, всего лишь плоть и контур. Но прозвучало словно приговор. Речей подобных слушать я не должен, им жизнь наперекор. И слишком многое произошло, чтоб верить. Он отвернулся, замолчав надменно. За маской его гордости скрывалась растерянность и горькая догадка, которой допустить не мог он. Она его как пламя обжигала и жалила, как злобная оса. Невольно память, выявив коварство, напомнила письмо перед походом, которому он не придал значения. Сверх того, отдельные повадки, игра живая черты интонаций ему напомнила ту юную Елену, что в дом его вошла. Как замолкала перед словом веским, будто открывая молчанием своим ему дорогу. Задумчивость, с которой отвечала, и взор чуть в сторону под веялом ресниц. И в том, во множестве движений ловил он правду прошлого, былого. И все настойчивей, пронзительней звучал нестройный хор воспоминаний сладких, в которых сердце билось учащенно. Он помнил, узнавал, и все бесспорней про правду ему чувства заявляли. Лишь разум восставал и не смирялся. Чем радостнее плоть все подтверждала, тем злее возражало ей сознание. Был Менелай лишь царь, герой и воин, всегда готовый к риску и сражению, к единоборству с полчищем врагов. Бессилен был перед раздором смутным, который поднимается в душе под действием порывов разнородных. Не выносил он размышлений долгих, противоречий, игры резонов, когда на чашу мнения одного ложится вес такой же, как другого. Ведь в равновесии нам нужно опираться на сочетание смысловых нюансов, когда песчинка за, песчинка против. Один легчайший вздох исход решает великих дел и целей судьбоносных. Не в силах находиться больше с той, что прошлое вернуло как живое, страшась поддаться сладкому внушению, он выбежал из комнаты под небо, вдыхая жадно суховей пустыни, не чувствуя, как ветер обжигает и как песок скрипит на стиснутых зубах. Лицо его пылало. Весь в огне страстей, раздора, правды, неправды, себя не помнил. Одного хотел, чтобы без колебаний путь в отчизну тотчас продолжить, но а там вернуть себе заслуженный покой и славу царству. Покой, но с кем? Выбор. Он верил и не верил. Не хотел, чтобы все новое вдруг правдой оказалось. Страшился и готов был громогласный вопль издать, бессмысленный и злой, и ни о чем к тому же. Кричать слепую жизни укоризну, проклясть неведанье свое и слепоту, которыми все сделалось напрасным. Но пуще иступленней он страдал о встрече, что глаза ему открыла.
любил и ненавидел разом ту, которая явилась так нежданно, так страшно, разрушительно, желанно. Он удалился к спутникам своим и к той Елене, что его ждала, не ведая превратностей, в которых оказался ее супруг достойный. Не к ней пошел, а занялся делами. Важно знать, как продвигается починка кораблей, и что с припасами, как лагерь обустроен, порядок стражи, прочие заботы. Но этим только отвлекал себя. Едва лишь сумерки забрезжили, внезапно все оставил и в свой шатер ушел. Там, не дождавшись полной ночи, право, он взял себе на ложе ту Елену, которую из строя вез трофеем. Обманчивый трофей или жена? Разлад он страстью погасить пытался, и, как всегда, страсть поглощала все. Но следом возникали неотвязно лихие мысли, серая тревога. Она дышать мешала. Менелай пытливо на женщину глядел, пытаясь отделить себя от неги, в которой растворялся, как мед в воде истаивает. «Ужель ты идол?» — молвил Менелай, страшась, колеблясь, веря и не веря, глазам своим и разуму движения. Молчала женщина и ласково смотрела. Или огонь свечи в ее глазах блестел и отражался, создавая образ нежнейших тихих чувств. Вновь Менелай с собой будто споря вел речь свою, все больше воспаляясь. Нет, не поверю никогда. О боги! Не идол-то, не идол, что всех героев некогда пленила, вокруг которой закипела битва, где греки под стеной, а на стене трояне вели между собою распрю злобно, жестокую настолько, что и 10 лет страданий обоюдных и борьбы не усмирили ненависти общей. И алчности ревнивой обладать не вышел срок, о, знаю по себе. Разгорячась, царь Спарты сжал плечо той женщины, что перед ним сидела. Как судорога движения его. И он, не сознавая, все сильнее сжимал плечо, впиваясь, будто ястреб, когда когтит добычу на лету. Как будто там, за нежной женской плотью, за кожей трепетной таилась разгадка. «Мне больно», — тихо женщина сказала, щекой к его ладони прижимаясь. Он спохватился, улыбнулся грустно, как бы смиряясь. Но мысль внезапная заставила очнуться. Есть ведь то, что лишь двоим известно. Он спросил: «Каким был первый поцелуй между нами?» Она молчала, улыбаясь мягко. Его лица коснулась, провела рукой. Одно движение, но сколько ласки в нем. Однако от чего-то Менелая страх охватил, слепой и безотчетный. Он попытался убедить себя, гоня страх прочь. Неверен нрав и память женщин. Нет ничего для них важнее, чем собственный каприз. Смутил жену своим допросом, она и отказалась отвечать. Но все же повторил с напором мрачным: «Ну так какой же?» «Украдкой с губ моих сорвал». «Украдкой с губ? Ах, сам не помнишь!» — рассмеялась звонко. Но помнил Менелай. Она заколку вынимала из волос и острем случайно руку колола. Да так, что крохотная капля крови на коже нежной ало проступила.
Влюбленный к ранке той приник губами, чтоб жаркий поцелуй ее заставил про все забыть. И тут же губы, жажде желая, от рук к коленям страстный путь продолжили. Такое не забудешь, и это значит... В Менелае голос непрошенный возник. Он повторял на разные лады. «Пойди этот же вопрос задай египетской Елене. Спроси ее, спроси. Ты будешь знать». Назойливому голосу пытался возражать. Коль чье-нибудь коварство сотворило в Египте копию Елены, то могущий свершить такое чудо способен дать ей знание всей жизни, что вместе прожили. Так отговаривался он, но сам себе не верил. Смолкал на время голос, как стихает ветер, шуршащий листьями, но ненадолго. Вновь повеял, слышим шелест листвы густой, и монотонно свое торочит неустанный голос. «Пойди и расспроси ее, или боишься правды?» «Не мешай мне спать!» Забывшись, яростно воскликнул Менелай. Испуганно Елена пробудилась. «Что это? Что стряслось, супруг мой ненаглядный?» «Видение из прошлого смутило сон мой», — Менелай нашелся. «Спокойно спи и ни о чем не думай». «Нет, постой!» Вдруг обратился он к жене с иною мыслью. Под побуждением ее он взял стоявший у кровати факел и руку женщины решительно поднес к чадному пламени. Та вскрикнула от боли и ужаса не меньшего. «Тебе ведь больно?» – прошептал супруг, ей отпуская руку. Ничего она на это не ответила, лишь плача лизнула ярко-красное пятно на коже нежной. «Так больно?» – словно бы во сне вновь повторил вопрос свой. «Ты безумец!» – только и ответила ему супруга гневно. На следующий день о том же Менелай спросил Елену, ту, жившую в Египте. Она с улыбкой грустная сказала: «Неужто ты забыла нашей брачной ночи?» Войдя, ты произнес: «Привет, жена», с бравадой и волнением, а я в ответ: «Я палец уколола, заколку вынимала». «Замолчи!» — почти что выкрикнул. Елена речь прервала и, помолчав, сочувственно и мягко прошептала: «Мне жаль тебя, смятением объятый воин, любимый некогда и памятью хранимый до сих пор. Но я уже не точно знаю, что чувствую в себе, а что всего лишь помню и сознаю как часть себя». «Какой себя?» Той, что была когда-то в далекой Спарте 30 лет назад, или же той, какою нынче стала в земле египетской среди чужих богов? Не буду лицемерить, Менелай, хоть узнаю тебя, но вижу незнакомца, и что с ним делать, не могу решить. Ты быть со мной не хочешь? Нужно вновь узнать друг друга. Слишком много лет между нами пролегло. Да, есть права мои, но есть и чувства, это понимаю. Но если ты Елена, выбор очевиден. Две правды есть, ты сам сказал о том. Что прожито, то было без сомнения. И я не правом быть хочу, а чем-то больше. Растерянно смотрел в лицо ее спартанский царь, не зная, что ответить. Продолжила Елена. Твердо знаю, здесь моя темница. Хоть не раз и собственное тело ощущала гробницею души живой. Хочу вновь встретиться с родною стороной.
с полузабытой речью, с камышами, шуршащими у берега речного, родного Еврота, с холмами и травой, тропинками в лесу, и с ощущением его не передать, что здесь ты дома, дома. Вернуться — главное желание мое, ей Менелай ответил. Если б только в Спарту. Я хочу вернуться в то место, где мы молоды и даже безмятежны, когда еще душа дышала, видя пред собой простор грядущего, заманчивую даль. Когда хотелось крылья обрести, чтоб радость выразить и мчаться к новой цели, с тоскою смертной этого хочу. Волнение ему не дало продолжать. Он глубоко вздохнул и, трепет свой уняв, добавил: «Мне без тебя вернуться не дано. Не раз пытался, никакого толку. Но это поправимо, я готова плыть. Но спутникам твоим не нужно знать о том, что новая Елена появилась. И прежняя пускай прибудет там, где и находится, а я лицо укрою под вуалью и в добрый путь». На это Менелай лишь сокрушенно охватил рукою свой подбородок и глядел печально. Служанка. Нам говорят, имеет все причину. Но почему выходит так пристранно, что в худших обстоятельствах порой мы чувствуем души подъем и свет, которое сменяется внезапно смятением и горестной тревогой, хотя для них нет оснований внятных в размеренной обыденности дней. Душа наш жребий, в нашем существе внутри укромно и не разглядишь, колеблется без устали. И то взлетает ввысь, то вниз опустится, падет в глубины мрака. Печаль, отчаяние, тревоги, страх сжимают сердце, опускают жребий. Свинцовым грузом он в низины горя ныряет, негде там ступить, и тонешь бессловесно, только стоны тоскливым эхом отмечают путь. Да, заживо мертвы подчас становимся, так смерть в нас пребывает. Она не разовый удар, что нить прервала резко, что уже умерла, охотно смерть берет. Она не похищает, а в права вступает. Бороться с нею радостью возможно, надежды светом, торжеством мечты. Все лучшее, что душу наполняет, возносит жребий. Дальше он от мрака, от тягостных низин и сумрачного лога. И если суждено нам этот мир покинуть, сойти в страну теней и стать безмолвным эхом, то на прощанье лучше видеть солнце, его волнующий красочный закат. Елена в зеркало смотрела и заговорила сама с собою. Нет никакой Елены, только имя. Она лишь выдумка, фантазия без цели. Все лучшее, что с нею быть могло, уже произошло. Лишь света дуновенье, касанье легкое, отрады быстрый миг. Так мало, мимолетно, будто быстрый сон. Елена простонала на себя, взирая: «Будь прокляты черты мои, они всех слепнуть заставляют. Меня никто не видит, будто нет меня, а видят все лишь то, что вожделеют. Влекущий контур плоти, славу красоты». Слова ее душили, зарыдала.
Нечаянный свидетель, верная служанка, за пологом тяжелым замерла. Вся обратилась в трепет, хотела непременно прочь уйти, но, услыхав рыдание, решилась. Откинув полог, восклицала громко, горячечно и быстро. Слов поток кипучий ей храбрость заменил. О, как бы я хотела твой прекрасный облик, его частицу, тень его воспринять, ты в 50 прекрасней юной девы. Елена посмотрела на нее слепыми от отчаяния глазами. Ты хочешь облик мой? Возьми весь без остатка, вот зеркало свое тебе даю. В него смотрелось много тысяч раз, так часто, что уже не знаю точно, где пребываю здесь, в том месте, где дышу, или же там, за зеркало границей прозрачной. Ведь всякий раз, как отразилась в нем, частичка от меня в него бесследно канет. Поникнув, голову склонила на плечо. Что люди, лишь ручьи, текут недолго, исчезают быстро, немного пожурчат, и след уже пропал. В траве растаял, поглощен землей. Как неживой звучал чуть слышно голос. Потом замолкла, тишина росла, все больше становилось, необъятней, глубже, все поглотило, в ней исчезла жизнь. С собою бездна наполнилась и истекла словами. Не звуками обычными, не человека речью шептала отрешенно тишина, в которую Елену обратила горе. Не ведаю природы зазеркалья, но что ушло туда, ведь может и вернуться. Немая отражение череда мой облик поглощала постепенно. Теперь в него возможно и облечься. Он словно тонкий пеплос ляжет на лицо и опояшет тело, придавая формы, которые так долго вбирало зеркало в себя. А в этот час капризное по прихоти отдаст, наложит, как печать на плоть, которая вас жаждет. «Желает плоть моя, вся без остатка!» — крикнула служанка, дрожа от возбуждения. «О, рассмотри внимательно еще свои желания, чтоб не жалеть потом, назад возврата никогда не будет». Да если можно стать тобой, готова отказаться от всего, что знаю. Не то что облик, даже тень твоя желанна мне, как дар ценнейший, лучший. Елена рассмеялась, захлебнулась смехом, закашлялась, умолкла и сказала тихо. Прости, не кстати, я так странно шутила над тобой. Сейчас наспорю я сама с собою, и жизнь моя как будто не моя. Во всем, что меня с детства окружало, в вещах и людях, в шелесте и звуках, в событиях и собственных желаниях, как будто проступала неизвестность, невидимое что-то, ясное до боли. Как тень сопровождает все предметы, так то, что лишь возможно, все время рядом было с тем, что только есть. Как часто мне казалось, все, что происходит, вовсе не со мной. Как будто я со стороны смотрела, и все смотрели словно сквозь меня. Я подавала знаки, окликала, звала, но словно кто-то властный наложил заклятие на всех людей, которые вокруг. Неодолимое заклятие роковое, как будто с миром я играла в прятки, или точнее, мною мир играл. Причудливая мысль во мне мелькнула, ее тебе сказала я, и вот
«Я верю в мысль твою», — откликнулась служанка, «что родилось насмешкою, капризом, случилось ненарочно, может правдой быть, отнюдь не меньшей, чем итог усердный раздумий многотрудных, долгих и степенных. Кто скажет, будто истинно изведал путь? Твое желание способно и нелепость в реальность обратить. Что ж, попытайся, действуй, уповая на помощь сил, которым все подвластно. Египетские боги всемогущие, премудрый Тот, Осирис, Рагор, Ахте. Мы их зовем иначе. Гермес, Диметра, Аполлон, бог света. Но ближний бог для каждого желания, что неотступно действует в душе и жаждет. Я жажду, как река слияния с морем. Ты захотела, можешь обладать. И зеркало свое ей протянула. Я не жалею. Забери с собой все торжество прекраснейшей женщин. Мне красота печалью стала горем. Быть может, твоя участь будет лучше. Тебе искренне желаю быть довольной, а может и счастливой. Кто о том рассудит? Так появилась новая Елена, третья. Ей жизнь преподнесла, а, впрочем, что за дело до облика и только. Манящий плоти вид подобен водопаду, сверкает и прозрачностью пленяет поток живой. В него ныряешь с головой, забыв о всем на свете, желая жизни полноту изведать. Но сколь часто обманчив водопад, извод соленых с горечью несносной. Пьешь, не напьешься, лишь огонь соднящий коварно вызывает влага. Из этого огня какие бури поднимает ветер, в прах обращая судьбы и надежды, песком зыбучим покрывая поле, сады, селения, дома. Все то, в чем жизнь была и улыбалась мирно. Гимн Елене. Когда нас покидает муза, приходит ее брат суровый, труд. Мне нелегко поэму завершать, ведь хочется, чтобы концы связались. И ты, читатель, путник терпеливый, пожал итог, в котором солнце, свет и сладость воздаяний полной чашей. Мы ищем утешений в каждом впечатлении. На то досадуем, что оставляет нас в какой-то неизвестности, смятении и грусти. Но было бы напрасно мне пытаться конец приделать свой к тому, чем мудрые распорядились боги. Знать не могу, где благо непреложно, а в чем таится зло, лишь прикрываясь благом. Я долг исполню и скажу, как есть. И если огорчу тебя, читатель, не обессудь. И различи во тьме ушедших давних судеб робкую надежду, искринки радости и негасимый свет. Обратный путь для флота Менелая стал легок наконец. Все, что препятствовало, волны, ветер, теперь услужливо им стало помогать. И в считанные дни прошли тот путь, что не давался 7 нелегких лет. Вновь правил в Спарте Менелай, и с ним жена его, рекомая Еленой. Елена ли? Которая из них? В священном храме Артемиды в те же дни явилась ниоткуда, как никто не знал, таинственная жрица. Лик ее закрыт тончайшим покрывалом. Это знак обета,
богиня данного. Как будто лунный свет вокруг нее струился даже в ясный день. Все было мирно в Спарте, гордые года ушли куда-то вдаль, и их не разглядеть. Иные времена, довольство, безмятежность наградой стали и царю, и царству. Чего еще желать? И Менелай не помышлял о большем. Итогом этим увенчать решил цепь подвигов своих великославных. Так ювелир, сковавший цепь искусно из золотых колец с узорчатой огранкой, ее изысканным кулоном завершает, в котором бриллиант мерцает потаенно. Неспешно дни идут, но жизнь проходит быстро. Весна настала вновь, последняя из многих в жизни Менелая, почтенного годами, принявшего груз всех тягот, испытаний и успехов. Несчастье и потери, услады горечи, да в общем-то всего, чем жизнь наполнена. О человек, сосуд, в котором воедино собралось все пережитое, и то, что было разным, зовущим, радостным, ужасным, пленительным и стыдным, скукой и восторгом, теперь всего лишь вид степенный и излишний вес. Да, только старость понимает меру всего, что есть, и каждому отдельно, но все надежды сношены, их память заменила. Раз в год, в дни празднества богини благородной, чье целомудрие хранит природы мощь, царь приходил во храм, чтобы преклонить колени пред грозной силой, правящей людьми. А следом, в канун Сева, моления звучали, чтоб возродилась жизнь, зелеными ростками поднялась из почвы первозданной. Мать Хтония земля, ты всепорождающая, породи. Сон твой сладостный, спокойно глубокий прервать позволь. Взрыхлим тучную плоть твою, проливая пот влажно струящийся. Радуемся ему, провозвестнику животворящих дождей, ласки небес. Тела чад твоих лягут в пахоту, дабы услышала трепет их и желание, сама пожелав воспрянуть. Соединятся мужчина с женщиной на мягкой груди твоей, взовут вожделением и упоением своим дремлющим силам земли. Прольется семя живое, прими благодатные заботы детей твоих. Дай зачаться плодам, что начало имеют в тебе. Прими в себя общее всему начало, начало всех начал. Не умолись, добрая щедростью в дарах обильных, чтобы счастливой песней восславили тебя люди, приумножившиеся и печали не знающие. Согласно древнему обычаю, прекрасный юноша и девушка легли на пашню в час рассветный, предутренний, когда покорно отступает ночь. Чтоб таинство соития свершилось, зачин давая всем росткам природы. Касаясь женщины, он открывал все наново и ощущал впервые. Вот мягкое тепло, вот пальцы тонкие скользнули, тихая прохлада, вот кожа нежная, таинственная плоть, вот волосы, ты ими узнаешь упругость, мягкость, гибкость. Раздался голос, с ним явился звуков серебристый мир, а вот глаза навстречу, и явился свет.
Все, что ей впервые возникало, тепло, свет, звук, упругость, мягкость и прохлада, жар. За ощущениями вслед, которыми ты мир воспринимаешь, прошли переживания души чередой нестройною. Нет, не прошли, смешались воедино страх, трепет, радость, благодарность, желание и робость, торжество, беспечность, жестокость, упоение и ложь. Все было вместе заодно. Я ведь рождаюсь, потрясенно понял, и это было так. Все наново рождалось. Быть может, той весной, а может, через 10 или 200 лет у старого платана песнопевец седой и утомленный отдыхал. Невдалеке играли дети, смеялись, ссорились и тут же забывали свои раздоры, новою игрой азартно увлекаясь. Он на них смотрел, невольно улыбаясь. А они сражаться вдруг принялись, и комья полетели земли сухой, как тучи стрел летят над полем боя. Вот одна стрела случайно поразила грудь Аэда, разбившись в серый прах. Его стряхнул, а дети, заметив старика, его спросили, кто он. Я говорю о том, что люди позабыли. О подвигах и славе, дивной красоте и доблести. О, мы хотим послушать. Но это песни взрослых. Мы уже не дети. Нам интересно знать все, что когда-то было. Нам о героях сказку скорее расскажи. Вы слышали о многих героях знаменитых, но есть герои, чьи подвиги узнаете впервые. Так вы хотите слушать? Конечно же хотим. Седой Аэд задумался и, все еще колеблясь, негромко начал. Легенд эпоху Леда завершила, полубогов героев род отважный. Их доблестью великой весь земной простор стал человечество обителью надежной. Однако доблесть попирает доблесть. Кто хоть однажды захотел дерзать, обрек себя на новые попытки. Достигнет или нет, то знают боги, а человек остаток получает худой монетой тягот и тревог. Гераклов и Тесеев больше нет. Поднялась поросль из зубов дракона, всего лишь из зубов щербатый рот. Они грызут друг друга, не сражают чудищ. Между собою битву учинили, огонь тщеславный, чтобы в нем пропал весь род людской, потеха для злодеев. Тогда им в укоризну Бог послал героя, невиданного. В подвигах его простор для жизни лучшей всем открыт, но люди слепы. Только восхищались красой Елены, немало не задумавшись о том, что ею совершилось для вселенной. 4 подвига прекраснейшей хочу я рассказать, и первый среди них — любовь, ее закон священный. Она не лучшему отдала предпочтенье, ни Диомеду, ни Доминею, ни Аяксу, ни Одиссею хитроумному, ни Тлеполему мощному, который силою, казалось, повторял отца Геракла. Всего лишь Менелая предпочла, изгнанника без царства и богатства, без славных подвигов, хоть и принадлежал к числу потомков вещего Пелопса. Не лучшему, единственному сердце отдала, тому, в ком душ родство увидела,
избрала, открывая любви природу и закон великий, лишь что приобретаем, что отдать готовы, и расточая собираем. Так всем грядущим поколениям вручила высший дар, который божество послало людям. Но понял ли кто из живущих ныне ее свершение? Мы слепы и предвзяты. Второй из подвигов царица совершила тем, что ни слава всех превыше, ни власть повелевать, ни тайный знак рождения ее вознесший над любым из смертных, ничуть не изменил в ней простоты, неприхотливости, естественности нрава. С врагом сразиться, с чудищем презлым и победить, да, это для героя задача славная. Но кто из них сумел, победы одержавши над врагом, соблазны одолеть кичливости и власти, богатства и невидимых пристрастий? Елена, вознесенная над всеми, чужда гордыни, с легкостью богини была женой и матерью, в том счастье находила. Избрать всечеловеческую долю, когда ты исключителен, то подвиг небывалый. А третье из деяний немыслимое вовсе. Нет той силы, которая сумеет совладать с пристрастием, внушаемым эротом. Не только смертные, бессмертные страшатся его коварных стрел и загодя сникают пред неизбежностью велений, столь подобных року. Кто не пытался им противостать, был повергаем ниц. Одна Елена сумела выстоять и страсти не поддаться. Она, пусть дочь царя богов, но все же смертная, победу одержала над сладостной богиней, а лишь один Геракл, связавший бога смерти, ей подобен в этом. Ну и четвертый подвиг первым трем подстать. Все лучшие года, не четверть века, больше, она в безвестной верности жила. Отвергнув все утехи и почет, с нечеловеческим достоинством, покоем, несправедливость бытия его расправу сумела выдержать. О, разве были пытки чудовищнее, чем эти четверть века, когда всего лишенный брошен в пустоту и неизвестность? Можно воспевать пред всеми совершенные деяния, успехи, достижения, которые для всех столь соблазнительны и сладостно влекущие, и кружат голову, и зависть вызывают, и дрожь от изумления и страха. Но есть те подвиги великие, которых не изречь, перед которыми смущенно никнут песни. Перед ними промолчим, задумавшись, и тишиной почтим, благоговением и грустью, и еще надеждой и верой в силу человека, в дух его и честь. Забывшись, песнопевец тут возвысил голос почти до крика, до призыва к тем, кого здесь не было, а были. Даже дети его уже оставили, игрой занявшись вновь. Один лишь мальчик слушал, будто слов поток рекою был привольный. По ней плывешь, не зная цели, но чувствуя восторг. «А как Елены жизнь закончилась?» — чуть слышно он спросил. «Никто наверняка не знает», — отвечала Эд. «Есть 3 предания, и что в них о Елене, а что об образе ее, молвою сотворенном, пусть каждый судит сам. Сын Менелая от наложницы, как будто Мегапенф, изгнал царицу после смерти ее супруга, чтобы власть его над царством была полной. И что случилось дальше с изгнанницей,
не ведает никто. Судачат также, будто тень Елены в загробном царстве сочеталась с Ахилла тенью. Так соединило предание два высших образца могучей доблести и красоты невиданной. Предание другое говорит о том, что Аполлон, бог света, отвечая воле своей сестры божественной, Елену взял на небо, где обратил в созвездие. Теперь она мерцает во мраке ночи, посылая свет на нашу землю. Ну а третий сказ ей уготовил вместе с Менелаем на островах блаженных пребывать, где вечный пир и вечное уныние, которое скрывают громкий смех, бахвальство зычное и многогласый гам, героев, избранных для доли беспечальной. Об этом так написано. Когда пир перехлестывал через край, когда герои теряли голову от выпитого вина и переставали узнавать друг друга, Елена выходила из дворца и шла на берег моря. Она останавливалась перед волнами, нескончаемой чередой набегавшими на прибрежный песок. Мысли исчезали. Широко открытые глаза ее смотрели на буйную, переменчивую поверхность моря, но кто знает, что видели они. Бесконечно, неостановимо, своенравно катились волны, и не было повторения в их вечном движении, завораживающем и ко всему безучастном. Но также справедливо, что с тех пор, во многих образах различно отразясь, живет Елена. Женское ество ее впитало, как росу цветок. Не вглядывайся вдаль веков ушедших, веков тысячелетий, чтоб за кромкой их поймать исток прекрасного, далекий первообраз. Взгляни вокруг, увидишь много больше. И если знает взгляд, что он найти желает, то распознает истину. Пусть встреча состоится.